Ну вот и наступила весна, время которого все садоводы с большим нетерпением ждут. Скоро будут цвести наши фруктовые деревья. И вот каждый год он как лотерея. Вот эти весенние заморозки, когда все цветет, все красиво, а потом в одну из ночей бац, -2, и вы без цветов, и вы, естественно, без будущего урожая. Естественно, у садовода возникает вопрос, а можно ли каким-то образом противостоять этим заморозкам? Сделать так, чтобы наши растения, несмотря на заморозки, все-таки были с урожаем. Ну, на мой взгляд, существует две стратегии. Первая стратегия – это понизить температуру, чтобы растение зацветало позже. Чтобы сначала прошли заморозки, а потом уже наши фруктовые деревья цвели. Ну, один из вариантов, который предлагается в народе довольно широко, это снегование деревьев. Предлагается приствольный круг засыпать снегом, утрамбовывать, утаптывать его, еще и засыпать часть ствола. Чем выше, тем лучше. В чем логика этого? В том, что снег довольно долго тает, сохраняя там внизу корни при очень низкой температуре. То есть корни фактически еще спят. Ну и логика такая, что дерево не зацветет. На самом деле все совершенно не так. Ну, я провел простой эксперимент. Я срезал ветки фруктового дерева, в данном случае это алыча, поставил их в вазу. Причем, заметьте, я не наливал даже воду. Единственное, что я натянул сверху полиэтиленовый пакет и занес вот этот сосуд с этими ветками в жилое помещение, в комнату, где температура у меня +17, +18 градусов. И что я обнаружил? Что через 5 дней, естественно, эти ветки зацвели. О чем говорит этот опыт? Каков результат? Ну, в первую очередь то, что никакие корни в процессе образования цветов не участвуют. Не корни дают сигнал к цветению, а температура окружающего воздуха. Вы можете снегование делать, вы можете замораживать корни своих растений, вы можете туда жидкий азот вылить корням. Но цвести ваше фруктовое дерево начнет тогда, когда температура окружающего воздуха достигнет определенного значения. Но мне кажется, что у этого опыта есть еще один результат. Вот обратите внимание, цветы-то расцвели, но довольно быстро они начнут засыхать и опадать. Почему? Ну, потому что нет корней. И получается, что замораживая корни, ну, снегование делая, вы тем самым лишаете растения всего необходимого в самый ответственный момент, когда оно цветет, когда образуется зависть, когда ему нужно все необходимое. А вы замораживаете корни, и они не работают на полную. Так что мне кажется, этот метод, ну, скажем так, плохой. Да и вообще, где взять столько снега, особенно весной, когда наши фруктовые деревья цветут? Есть, правда, народная же альтернатива снегу. Предлагается в районе корневой системы закапывать большие крупные камни. Ну, логика та же. Камни долго сохраняют холод, охлаждают корневую систему, и растение не зацветет. Как я сказал, оно все равно зацветет. Да и вообще закапывать камни под деревья – это как-то довольно странно. Уж если использовать камни, то не закапывать их, а раскладывать под кронами наших деревьев. Вот тогда может быть результат, потому что камни сохраняют холод довольно долго и остужают воздух в районе кроны, в районе цветочных почек. И тогда действительно могут они зацвести наши деревья позже. Но вам понадобятся крупные камни, вам понадобится их много. А если у вас на участке много фруктовых деревьев, ну, вы представляете, во что превратится ваш сад. Это будет нагромождение камней, это будет какой-то каменный хаос. Оно вам надо? Следующий вариант. Предлагается белить наши растения. Ну, логика простая. Солнце сильно нагревает, как правило, темную кору наших растений. Нагреваются они хорошо, и это способствует быстрому цветению. Если же мы их побелим, нагрев будет меньше, и цветение будет происходить позже. Ну, побелка на самом деле нужна для другого. Побелка нужна для предотвращения морозобоин. Когда солнце действительно разогревает кору днем, а ночью температура опускается. Вот в результате таких перепадов температур кора лопается, образуются раны. Но опять же, белят, как правило, стволы, штамбы и толстые ветки. Тонкие ветки никто не белит, это довольно сложно. Хотя возможно, можно с помощью опрыскивателя произвести так называемое голубое опрыскивание и сделать все растение белого цвета, уменьшить нагрев солнцем. Но на самом деле нагреваются именно толстые ветки. Тонкие ветки, у них площадь маленькая, у них поверхность маленькая. Они не так уж сильно нагреваются солнцем. Поэтому вот такая побелка даже всего растения, ну, скорее всего, не даст какого-то такого сильного, заметного результата. Точно так же, как не даст заметного результата установка каких-то светоотражающих экранов с южной стороны, где светит солнце. Да, нагрев вы уменьшите локально, но температура воздуха вокруг растения все равно будет повышаться, потому что весна, потому что весь воздух постепенно нагревается. И какие бы экраны вы ни ставили,
раз температура повышается, это как раз и дает сигнал почкам открываться. То есть способы понижения температуры, стратегии понижения температуры, я не считаю, что они дают какой-то действительно заметный результат. А вот вторая стратегия – это повышение температуры. Когда во время заморозка мы спасаем цветочные почки, распустившиеся цветы, путем поднятия температуры в саду. И такие методы существуют. Первое, что приходит в голову, это, конечно, установка укрытий над нашими деревьями. Я прекрасно понимаю, что установить укрытие, какое-то агроволокно накинуть на большое фруктовое дерево, это довольно проблематично. Хотя я когда-то в своем видео предложил один из вариантов – выращивать низкие фруктовые деревья на шпалерах. И вот тогда рядом с этими шпалерами устанавливаются дуги специальные, и на них уже во время заморозка набрасывается агроволокно. И сохраняется то тепло, которое там есть, не давая заморозку, не давая холоду проникать к цветочным этим распустившимся почкам. Хороший вариант. И как бы со мной не спорили, но я видел такие реализованные варианты. В Европе есть промышленные сады, где вот именно строят вот такие большие ангары не для овощных культур, а именно для деревьев, защищая их, естественно, от заморозка, параллельно защищая их от развития каких-то болезней и насекомых-вредителей. И, кстати сказать, недавно мне в комментарии кто-то написал, что вот в Канаде строят нечто подобное. Огромные такие ангары, в которых выращивают не только там овощные культуры какие-то, но и фруктовые деревья. Почему бы не попробовать такой вариант, если у вас действительно сад регулярно страдает от весенних заморозков? Второй вариант – это дождевание. Его принцип основан на чем? Ставят столбы в саду, по этим столбам прокладывают трубопровод и ставят специальные форсунки. Я видел в промышленных садах такие установки. И вот когда начинается заморозок, включают воду, и из этих форсунок мелко распыляется вода. Она, естественно, садится на ветки и начинает замерзать. Но когда вода замерзает, она отдает свое тепло. Отдает кому? Наружному воздуху и веткам растения, защищая его от мороза, в том числе и цветочные почки. Следующий вариант – это использование дыма для сохранения цветения наших фруктовых деревьев. Здесь речь идет скорее не о поднятии температуры в саду, а окружении нашего сада таким своеобразным дымовым облаком. Это как раз препятствует уходу тепла из нашего сада и проникновению туда холодных каких-то воздушных масс. Сделать это, в принципе, реализовать довольно просто. В саду надо разложить несколько куч какого-то материала, который хорошо дымит. Это может быть солома, это может быть навоз, это могут быть прошлогодние опавшие листья. Это дело поджигается и выделяет большое количество дыма. Вот этот дым окружает наш сад и способен сохранить цветение. Правда, конечно, погода должна быть безветренная. Даже если легкий ветерок дует, этот дым довольно быстро разносится, и эффекта от этого не будет. И, конечно, самый лучший, пожалуй, самый эффективный вариант – это действительно подогрев нашего сада. Наверняка все вы видели и не раз в новостях весной показывают, как французские виноградари спасают свои виноградники, разжигая какие-то бочки с чем-то. Вот они прямо ставят среди виноградников, это все горит. Естественно, выделяется при этом тепло, и таким образом они спасаются от заморозков. Метод действительно рабочий. Правда, нужно понимать, что плотность таких вот источников тепла в саду должна быть большая. На 2-3 сотки одна печка должна стоять. Я где-то такую цифру слышал, читал, не помню, где я ее взял, но где-то такое было. На 2-3 сотки сада одна такая печка. Причем, конечно, в современных условиях эти печки должны быть какими-то экологичными. То есть использовать какое-то экологичное топливо. Специальные брикеты какие-то есть для этого, газ, я не знаю, там керосиновые смеси. Конечно, ни в коем случае не традиционное для Украины сжигание покрышек. Тут, наверное, этот метод использовать не стоит. И как альтернативу, которую предлагаю я, почему бы не использовать достижения человечества? Вот продаются сейчас, например, в строительных материалах довольно в большом количестве всякие электрические нагревательные кабели. Почему бы такие кабели не разбросать под кронами наших деревьев, подключить их, естественно, к электрической сети и в момент заморозка включать их, чтобы они начинали выделять тепло. Тепла много не надо. Буквально стоит поднять температуру на 1, максимум на 2 градуса, и вы компенсируете вот этот заморозок. И, наверное, более эффективный способ – использовать тепловентиляторы. Вот такие, как на стройках используют, мощные тепловентиляторы.
Китайцы, как мне написали опять же в комментариях, пошли дальше. Они ставят такие тепловентиляторы, от них прокладывают рукава по саду, чтобы тепло выходило в нужных местах под кронами деревьев. И таким образом спасаются от заморозков. Вот это действительно самый эффективный способ спасения фруктового сада от заморозков. Но помимо вот этих, конечно, двух основных стратегий по сохранению цветения, это понижение температуры и, наоборот, повышение температуры, существует и такая вот, альтернативная стратегия, я бы сказал, использование каких-то препаратов. Первый вариант, о котором вы наверняка слышали и не раз, это якобы, что если весной обработать сад крепким раствором, скажем, карбамида, то это задержит цветение. В принципе, это так. Это основано на том, что вы обжигаете растения, они испытывают стресс и не торопятся начать цветение. Раствор должен быть достаточно крепким. Примерно 7% карбамида нужно сделать раствор. Это действительно очень крепкий раствор, только имейте в виду, если вы хоть чуть-чуть опоздаете со временем такой обработки, вы просто сожжете своими руками все эти цветочные почки и будущий урожай. Потому что такой крепкий раствор, он действительно сжигает эти самые цветочные почки. А второй вариант – это использование специальных препаратов, которые затормаживают цветение. Это так называемые регуляторы роста. Правда, тут такой вариант. Я насколько знаю, их используют именно в промышленном садоводстве, потому что их применение требует соблюдения правил. То есть, должны делать это, в общем, специалисты. И никогда не видел таких препаратов в открытой продаже в Украине. Правда, я знаю, что украинские садоводы люди находчивые, и наверняка уже кто-то где-то раздобыл и попробовал такие препараты. Напишите в комментариях, если вы действительно их использовали, название такого препарата и дало ли это какой-то ощутимый результат. Вот эти все методы, которые я вам сейчас перечислил, они, можно сказать, ситуативные. Вот идет заморозок, вот срочно нужно что-то делать. Но есть методы, агротехнические методы, которые рассчитаны на долгую перспективу, возможно, на все время существования вашего сада. Например, высаживание сада на северном склоне. Конечно, если у вас есть такая возможность. Все мы знаем, что северные склоны получают меньше тепла, и воздух, соответственно, прогревается там медленней. Значит, и цветение будет происходить, скорее всего, позже. И, возможно, удастся проскочить вот эти самые весенние заморозки. Правда, стоит помнить, что высаживая сад на северном склоне, вы можете сохранить цветение и сохранить урожай, но при этом качество урожая, конечно, будет хуже, чем у сада, который высажен на южном склоне. Именно потому, что сад получает меньше тепла, и качество, вкус, аромат, сахаристость плодов, конечно, будет гораздо хуже. Следующий вариант – это, например, летняя обрезка. Я когда-то снимал видео про летнюю обрезку абрикоса, где говорил о том, что вот такая летняя обрезка, она немножко задерживает закладывание цветочных почек. И, соответственно, весной эти позже заложенные цветочные почки могут немножко позже расцветать. Тоже вариант, попробуйте, почему бы и нет. И, пожалуй, самый основной вариант – это использование определенных сортов и определенных подвоев. Опять же, все мы знаем, садоводы, что есть сорта, скажем, яблони, которые цветут раньше, а есть сорта, которые цветут позже. И если вы регулярно попадаете под заморозки, сам Бог велел высаживать сорта, которые цветут позже. Подвой. Казалось бы, какая связь между подвоем и сортом, который на него привит? А на самом деле связь существует. Зимостойкие подвои, семенные подвои, как правило, влияют на тот сорт, который привит. И зацветать он будет позже. И опять же у вас есть вероятность, что вы проскочите вот эти самые заморозки. Пробуйте. Вот эти агротехнические мероприятия, здесь никто вам точно никакого совета не даст. Это все нужно пробовать именно на своем участке. Меняя, подбирая, смотря что у соседа растет, анализируя в общем. Сегодня я вроде бы перечислил все те методы, по крайней мере, которые я знаю, как уберечь сад во время заморозков. Я считаю, что наиболее действенный способ – это непосредственный подогрев сада. Как бы это сложно, как бы это трудоемко, как бы это финансово затратно не выглядело, тем не менее, это, я считаю, единственный способ, который дает вам именно гарантированный результат. И, конечно, стоит попробовать всякие агротехнические мероприятия. Выращивать правильные растения, если просто сказать. Растения, которые не страдают от заморозков. Будь то другие виды растений, будь то другие сорта растений и даже другие подвои. Все это стоит пробовать. Но в заключении сегодняшнего видео я хочу сказать, что
Вот это видео и все мои остальные видео – это всего лишь информация к размышлению. Все равно решение принимать вам, потому что только вы хозяин в своем саду. И вы решаете, что делать, а что наоборот не делать. Ну вот, у меня на сегодня все. Спасибо, что смотрели. Всего доброго.